Что тут скажешь, я огромный фанат, на самом деле, Life is Strange серии. Более того, скажу то, что мне даже очень зашла True Color. Собственно, вторую часть я проигнорировал, как мне очень многие посоветовали. Но вот Deck 9, студия, которая сейчас в данный момент занимается серией Life is Strange, мне кажется, она на какой-то момент, но она не достигла оригинала. Оригинальный Life is Strange, все-таки история Макса и Хлои очень сильная. Но они, тем не менее, все-таки вышли на уровень Before the Storm. Вот, поэтому я не мог удержаться и заказал себе статуэтки двух героинь, потому что ничего официального, к сожалению, не выходило, за исключением таких маленьких миниатюр. Поэтому, ребят, представляю вам кастомные статуэтки по Life is Strange. Давайте посмотрим. Ну и первое, с чего я начал, конечно, это подставка. И, блин, вот вы бы знали, сколько она весит. А она весит, на секундочку, ну где-то килограмм. Вот настолько она тяжелая. Надо понимать, что это было сделано на заказ. При этом это очень качественная 3D-печать. Она не полая, она тяжелая. Более того, то есть сами рельсы, они, насколько я помню, были, по-моему, во втором эпизоде, и прям захотелось сделать вот такую классную тяжелую подставку, и с обратной стороны надпись Special KITABOY. Это прям приятно. Более того, если вспоминать, была первая подставка, она выходила еще вообще с браком, у нее была не та детализация, и человек, который за нее взялся, не совсем мы немножко друг друга поняли, и надо понимать, что проект занял, целый год. То есть реально год, потом надо найти аэрографа, который все это дело раскрасит, и получилась вот такая красота. Ну, а далее все, конечно, уперлось в модельки главных героинь, это Хлои и Макс Кофилд, и, конечно же, я не могу сказать, что она выполнена не без огрехов, но, тем не менее, она достаточно увесистая. Единственное, что я не понял, почему здесь дырочка на голове, видать, вот момент, где вот как-то чуть не закончил, я так и не понял, почему она есть, но я решил как-то так оставить. Но они значительно легче, но при этом они достаточно плотные, и звук у них, если слышно, они не полые, они тоже такие слегка тяжеленькие, но значительно легче подставки. А из того, что касаемо покраски, выполнены они весьма-весьма недурно. Ну и основная героиня это Макс Кофилд. Могу сказать, что она, наверное, более из тех не похожа. Получилось, более того, немножко не уследили за тем, что фотик получился зеленый, а не желтый, как хотелось канонично его все-таки сделать. Но, тем не менее, в целом, работой я доволен. Единственное, что все-таки видна разница, когда мы берем какие-то статуэтки от Dark Horse, там, Ubisoft, PureArts, неважно. То есть видно, что у них более качественный принт, все-таки профессиональное оборудование, печатают они жидкостью, она бывает прорезиненная. А здесь, прям чувствуется такая грубая начинающая работа, как будто, знаете, такие прям по дереву люди, грубо выражаясь, шлифуют, работают. Тем не менее, их перед этим всем силиконили, чтобы покрасить, чтобы краска держалась. И, выполнено, скажем так, по 10-бальной шкале, где-то на 5, на 6. В общем, если подводить итоги, то могу сказать, то есть это уникальная статуя, выпущенная конкретно на заказ для меня, то есть второй такой нету, и это не найденные модельки, то есть это все отрисованные с нуля и покрашенные для меня одним человеком. Юлия, спасибо тебе большое, конечно, это класс, круто, приятно такое иметь. Другое дело то, что в цене, конечно, я думаю, вряд ли только разница для фаната, все-таки 3D-фигурки они делаются для себя, и в цене они расти не будут. Вот, но я тем не менее доволен, что такая вещь будет стоять на полке и будет, собственно, в единственном экземпляре. Каковы вам они в целом и фанатливой серии, пожалуйста, напишите в комментариях. Канал KITABOY, и спасибо, что смотрели. Всего доброго.